Давайте вот здесь посмотрим. Так, кафешка красиво выглядит. Кругленькая такая. Как раз очень хорошо вписывается в природу, в парк. И вот у нас тут фонтаны. Вот, кстати, падал. Стадион для падл-тенниса. А вот красивый фонтанчик. Послушайте звуки воды. Там тоже парк продолжается. Здесь прям заросли. Так, там какие-то мероприятия прям на улице проходят. Здесь у нас интересное место, кафешка. Как будто мы на острове находимся. Смотрите. О, какой фонтанчик красивый, необычный. Так, а тут что у нас? Какое-то мероприятие проходит. Тоже посмотреть. Какие-то необычные мероприятия проходят. Такие красивые места, приятные, что просто не хочется уходить домой. Хочется гулять целый день. Смотрите, как приятно. Кстати, в следующий раз можно устроить стрим вот по этим местам, начать здесь и пойти гулять в экопарк. Здесь очень красивые места. С днем рождения кого-то поздравляют. Посмотрите, как красиво. Тоже ландшафтный дизайн, кустики и открытые кафешки. Чем хорош Ташкент, что тут очень тепло и можно устраивать такие открытые веранды и кафе прямо на открытом воздухе. И делать красивый ландшафтный дизайн. Видите, как сегодня интересно у нас получилось? Мы какой-то увидели детский концерт, как все люди собираются с детьми, несут букеты цветов, и какой-то там устроен концерт, и они все там собрались. И я не ожидал такое увидеть, тоже прикольно. И вот здесь мы тоже какое-то мероприятие увидели. Так что сегодня очень интересное видео получилось. Очень интересная прогулка.
Давайте здесь еще немножко пройдемся и уже заканчивать прогулку будем. Хотя можно гулять подолгу. Смотрите, как интересно сделано. Так, вот это место Брокколи называется. Надеюсь, вам интересно то, что я снимаю. Пишите комментарии, рекомендации, советы, что вы еще хотите увидеть. Вот это место на Заряде похоже в Москве. Там тоже такие же кафешки есть. Так что да, пишите ваши рекомендации, куда бы вы мне посоветовали сходить, что заснять. Пишите, как сегодня звук, как было слышно меня, потому что я тестирую микрофон